Okay, I want to actually, there's at the end of the first lesson, В конце вашего первого урока there's some practical things I want to talk about. есть практические вещи, о которых я хочу поговорить с вами. And again, we're still talking about changing the way we think about Мы с things. вами продолжаем говорить о изменении нашего мышления. Whenever we think of success, Когда мы с вами слышим слово «успех» или думаем об успехе, we always look at the big finished product. мы всегда сами в конце видим Okay. хорошо сделанный, завершенный продукт. A successful business, Успешный бизнес, big business, огромный right? бизнес, Makes lots of profit, который приносит огромное количество прибыли, employs many people. Okay? который дает работу многим So людям. we always see the finished product. Мы видим уже конец, готовый продукт всего. And when we think about success in И ministry, когда мы с вами думаем о успешном we служении, think the same way. мы с вами точно так же мыслим об успешном служении. And so when we think about church, И когда мы с вами думаем о церкви, a successful church, успешной церкви, we think lots of people. мы с вами думаем о огромном количестве Big людей, Sunday morning о service. огромное воскресное служение. These are the kind of Вот things это that come то, to our что mind. всегда приходит в наши мысли, когда мы с вами слышим слово «успешная церковь». And then we see things that are very big. И мы Okay? видим, что происходят большие вещи. Reinhard Bonnke just did his very last meeting in Africa Понке, он последнюю провел встречу в Африке. before handing his ministry off to Daniel. Перед тем, как он Yeah. дал свое служение Даниилу. Okay? And Reinhard Bonnke's ministry has been wonderful. И мы знаем, Yeah. что его служение было, оно просто, величайшее. But it also illustrates my point. Но это также есть иллюстрация к тому, к чему я We веду. see him preaching to 10 million people. Мы видим, что он проповедует Okay. там 10 миллионам людей. The land that they use to fill up the people is huge. И то местность, которую они используют для того, чтобы просто проповедовать And людям, огромная. there's so many people there. Так много людей там. They have to stand up for Им the нужно whole было time. просто простоять, знаете, как шпроты все вместе для того, чтобы прослушать все это. Can you imagine standing Просто for hours представьте, стоять часами, so you can hear the чтобы preaching? просто услышать послание. Millions and millions of people. Миллионы людей. And we look at that and we say, И мы wow. когда смотрим, я говорю, вау. But let me tell you some facts. Но Okay? скажу вам некоторые факты. Less than 2% Меньше чем 2% of those people этих людей, will grow in Christ. они будут возрастать во Христе, Will have successful lives as Christians. которые будут иметь успешную жизнь христианина. Millions of them will give their life to the Lord. Миллионы из них, они отдадут жизнь Христу. No one will disciple them. Но никто не будет наставлять их. And most of them И большинство из них will not make it. никогда не смогут этого сделать. That's just the facts. Это просто факт. That's the statistics. Это okay? статистика. Now, 2% of 10 million is still a lot of people. 2% из 10 миллионов людей — это все равно много. So, in some way, that's still a success. Поэтому, смотря с какой точки зрения, все равно это успешно. But let me share with you Но хочу с вами поделиться a strategy that is more successful стратегию, которая имеет намного больше успеха. by the greatest strategist on earth. Самым величественным стратегом на всей земле. Okay? This strategy Эта стратегия is take 12 people, взять 12 людей, spend 3 years with them, провести 3 года с ними, share with them everything that's in your делиться life. с ними всем, что есть в вашей жизни. Let them see the good things, let them see the Увидеть bad хорошие things. ваши стороны, плохие Let them see you стороны. when you're happy, Увидеть, когда вы when you're счастливы, grumpy, когда вы угрюмые, good hair days. хорошие дни, bad hair плохие days. дни. Teach them Учить их for 3 years 3 года. and then tell them И тогда сказать им to go out and change the world идти и изменить этот мир. and then watch them do it. И посмотреть, как они это будут делать. Those 12 people Эти 12 людей changed the lives изменили жизни
of over 20 million people. Больше 20 миллионам людей. They didn't even make it to all the countries of the earth. Они даже, им не пришлось путешествовать по всем странам мира. They only made it to about, I think, Скорее всего, 12 or где-то 13, something like that. 12-13 13 countries at that time. стран на то время. But they made disciples, Но они делали учеников, and those disciples became churches, а эти ученики превратились в церковь, and there were millions of people. и было миллионы людей. The church in Rome, А церковь в Риме by the end of the second century, до где-то в Okay. конце второго века, yeah. No, excuse me, 4th century. By the end of the 4th century, четвертого столетия, over 20% of the больше city чем of Rome. 20% всего города Some Рима. people think it was closer to А 30%. некоторые люди считают, что это было где-то Was 30%. Christian. Были христиане. This was before Constantine became Это king. было до того, okay? как пришел Константин. He became emperor in right Он- around 300. Он okay? где-то стал императором, где-то приблизительно в 300-х. But before Но до he этого, became emperor, до того, как он стал императором, and before he made Christianity the official religion, и до того, как он okay, провозгласил христианство как официальной религией, they estimate that between 20 and 30% of the population was Christian. утверждается то, что больше, чем 20, где-то 20-30% всего населения, они были христианами. So there's nothing that just like to make Christianity the official religion because Yeah, it No did, offense. and it didn't really help, did it, to make it Ну, official? вообще-то это не сильно помогло, когда он даже провозгласил, что это христианство официальная религия. But what had happened, Но то, что произошло, you see, what happened was that people were discipling people. но то, что происходило, то, что люди, они делали учеников, они They- наставляли других людей. Christianity was the only religion of Rome Христианство было единственной религией в Риме, that lived in community. которая жила в общине, It was the only как one. общество, как There- единство. There were hundreds of religions. Было сотни разных религий. Many of them had temples, Многие из них имели храмы. and many people worshipped those И different многие religions. люди okay? приходили, поклонялись там. But the way that those religions worked Но то, как то, что производила эта религия, is that they would have special times in the year. у них были особенные времена Where во время всего года, People would come to the temple когда люди могли прийти в храм and worship, и поклоняться. and then they would go home И потом они шли домой, until the next time. пока не приходил снова этот специальный, особенный момент. But this Christianity Но христианство didn't have a temple. не имело никакого храма. They just had communities. У них просто было объединение. They met every week. Они встречались каждую неделю. Some of them met every day. Некоторые из них встречались даже каждый день. And they studied together and Они they prayed together. обучались, они учились, They они lived life молились, together. они жили, они проживали жизнь вместе. It was the only religion Это была единственная религия, in which women в которой женщинам, had authority. в которой женщина имела авторитет, которая также имела власть. It was the only one where women were considered equal. Это единственный был вариант и возможность женщины чувствовать себя равной. It was the only religion Единственная религия, that slaves were considered equal to. где рабы, они имели такую же самую ценность, как и ихний, господин. It was absolutely different from every other religion. Абсолютно, совершенно другая религия. And because of that, И через это it grew. произошло это возрастание. It provided things that none of the other religions Это provided. произвело то, что ничто другое, никакая другая религия не смогла произвести. And they made disciples. И они делали учеников. If this is done like Jesus asked us to do it, Если мы будем делать так, как просит Okay. нас Иисус, как Он нас попросил, если это будет сделано так, the way we grow changes.
то, как мы с вами будем возрастать, способ, как мы возрастаем, он будет изменен. Most of us, Большинство из нас, we think мы думаем, addition. что нужно добавлять. We have like this, okay? Например, In our church we have в 70 нашей церкви у people. нас где-то есть 70 человек. And if we want to grow, И если мы хотим возрастания, so I want to add 20 people. я хочу где-то добавить еще 20 человек. So now we have 90. Теперь у нас с вами 90. 70, 70 Plus плюс 20 20 equals равно 90. 90. that's addition, Это добавление. okay? That's not the way that Jesus thought. Это не то, как учил Иисус. He thought Он думал, multiplication. он говорил приумножение. What Jesus thought is 1, Иисус думал так: один, okay? And that 1 один, disciples 2, наставляет второго, and the 2 two, disciples два, 3, наставляет disciples троих, 4, потом четырех, 5, 5. in just in a few months, И через несколько We have месяцев thousands. у нас уже с вами 1000 людей. see, if this is the way the kingdom Это thinking is, okay? то мышление, которое есть в Царстве Божьем. All of us Все из нас disciple 2 people наставляют двоих людей and teach them to disciple 2 people. и учат их наставлять других двоих людей, Who teaches them to disciple 2 которые people? другие продолжают наставлять других двоих людей. In 5 years, Через 5 лет how many would we have? сколько у нас будет? Кто быстро читает? A couple million. Где-то приблизительно несколько миллионов. Много, да. A lot. A lot. A couple million. And I have an example of that И here здесь in есть у your, вас пример на 6 странице. Додавание и множение. See, in addition, Посмотрите, добавление. okay? Когда мы с вами добавляем. Now the numbers that I use are actually Цифры, которые я these are использовал, big numbers. These would be numbers we would be impressed with. это, я okay? думаю, эти цифры, они впечатляют. So, year 1, we baptized 1,000 people. Представьте, за 1 год мы крестили 1000 людей. Woo! Yes. Вау! Yeah. It's like our church last year Это baptized как наша церковь. В about прошлом close to 1,000 году people. мы охрестили где-то близко 1000 человек. За прошлый год. the next year. На следующий We год baptized у 2,000 нас уже с people. вами 2000 людей. У-ху! And it got even bigger. In 10 years, А через 10 лет 10,000. 10 тысяч людей. By the year 20, we have Через 20,000. 20 By year 30, we have 30,000. 30 тысяч. So 1,000 per year, right? 1000 на год, да, добавляем. Yes, we Yes. would all be very happy Вообще with мы были that. бы счастливчиками с Okay? вами. We would all be very, but that's addition. Но это, обратите внимание, это додавание. Look at the next column. Посмотрите на другую колоночку. Number 1, the Номер first 1. year, Первый год. only one Один. disciple. Один ученик. But the- Woo! okay, now this is reality. Это реальность. This is most missionaries. Это большинство миссионеров. Okay, 1 year, one person. Один Okay? год, один человек. But then the next year, Следующий год. both of them make one disciple. Двое уже из них, они уже сделали еще So двоих. so next year there's 2. Уже 2. Okay. Okay. If we continue with that, Если мы будем продолжать where двигаться в every new этом, disciple makes one new disciple, каждый, кого вы наставляете, делает так же. in 10 years, Через 10 лет we have у нас 512. с вами 512 учеников. But if we continue, Но если мы с вами будем продолжать, 20 years, за 20 лет we have у нас с 524,000. вами почти 500 000 учеников. And in 10 more Даже years, больше. А через еще 10 лет we have 268 у million. нас почти 3 миллиона с вами учеников. That's kingdom thinking. Вот это и есть мышление Царства Божьего. Okay. So the question Вопрос в чем же состоит? is it worth it А стоит ли if after 10 years после 10 лет
You only have 512 У people. вас просто 512 человек. So what's your vision? Но какое ваше видение? How big are you thinking? Насколько огромное ваше мышление? You see, the other church Посмотрите, другие already has церкви 10,000. уже другие десяточку имеют, а у вас 512 только. So after 10 years, Через 10 лет which one is successful? какая более успешная сторона? The one with У 512 которой 512 or было the one with 10,000? или то, у которой было 10 тысяч? But how big is your vision? Но это все зависит, насколько большое ваше видение. Do you want to think in terms of man's success, Если вы будете мыслить тем узким мышлением человеческого успеха, or do you want to disciple или вы nations? хотите наставлять целую нацию, целые народы? Ukraine has some big churches. В Украине есть очень большие церкви. There are some churches that have 10,000. Есть церкви, у которых около 10 You've тысяч. got some big churches У in вас this есть country. огромные церкви в Украине. Yeah. So, is that what we're looking for? Вот на что мы с вами смотрим. Or do we want to disciple Или мы хотим с вами наставлять Ukraine? всю Украину? How big is your vision? Насколько огромное, велико ваше видение? Are you happy with addition? Вам достаточно додавания? Or do we want to start thinking like Или вы Jesus? хотите начать мыслить, как мыслит Иисус? Start thinking multiplication. Думать и размышлять о умножении. 20 years from now, 20 лет. what will the numbers be? Какое будет количество? Сколько будет людей? Сколько будет учеников? That depends on whether we're thinking addition or Это все multiplication. зависит от нашего мышления. Или это добавление, или это умножение. So I'm challenging you. Поэтому я бросаю вам вызов. The one disciple you make Одного The one disciple you make. одного ученика, которого вы наставляете, could mean millions of people. он может весить миллион других людей и повлиять на миллионы других людей. Having a church И иметь церковь, that feels successful которая успешна, might impact hundreds. может повлиять на сотни, It might impact thousands. а может повлиять на тысячи. But I know now Но я знаю точно сейчас, that that's not good enough. что этого недостаточно. My job is to create a process that will impact millions. Моя работа, мое задание — это быть в процессе, который будет завоевывать миллионы. Now I want you the last thing in this lesson we need to take a look at this together. 2 Timothy chapter 2. Последнее, что есть в нашем уроке, я хотела бы обратить на это внимание, это 2 Тимофея. Давайте откроем вместе. Okay, now I want to do something. I want you to read verses 1 through 7, okay? And then stop. 2 Тимофея. 1, 2, and 7? 2 Timothy chapter 2, verses 1 through 7. 2, and verse 7. 1 through 7, yeah. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, и не увенчивается, если незаконно будет подвязываться, трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Okay, now let's go back to verse 2. Давайте еще раз с вами прочитаем 2 стих. Okay, everybody look. I want everybody to look at Я verse хочу, 2. чтобы каждый из вас сейчас посмотрел на 2 стих. And I want you to do something. I want you to count how many generations are included in verse 2. Я хочу, чтобы вы посмотрели, Okay. сколько поколений вмещается в этом, посчитали, сколько поколений вмещено в этом 2 стихе. Okay, I want you to count them. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». How many? There? How many? Okay.
Anybody else? All right. Yeah? 4. 4, right? So who's the first generation? 4 поколения. Кто это первое поколение? Paul, yeah? Пол. Right? Павел. And then who's the second generation? Второе? Тимофей. Yeah, who's the third generation? Третье? Faithful men, right? And then the fourth generation, И четвертое? who they will teach, right? Тех, кого он будет учить. Yeah. In that one verse, В одном стихе you see вы the Great видите Commission. вот это великое поручение. 4 generations. 4 поколения. And there's even a place for you to write those down in your И у вас manual. есть в вашем учебнике, у вас есть вот эти вот пропущенные места, где вы можете это вписать. Write down each of those generations. Напишите сейчас эти поколения. Это страница 6. This is what we're talking about. Вот о чем мы с вами говорим. At some point in my life, В моей жизни, as the revelation of the kingdom of God was beginning to take с hold того of me, момента, когда откровение Царства Божьего начало заполнять мою жизнь, I had to come face to face with this teaching. мне пришлось, знаете, столкнуться лицом к лицу с этим учением. The kingdom of God was changing my life so fast. Царство Божие настолько быстро изменило мою жизнь. I had been a Christian all my life. Я был христианином всю свою жизнь. I got baptized when I was 9 years old. Я принял крещение, когда мне было 9 лет. I loved God from when I was little. Я любил okay? Господа, поклонялся Ему с самых ранних лет. But in my denomination, I never heard a teaching on the kingdom of God. Но, будучи в церкви, в своей деноминации, я никогда не слышал никакого учения о Царстве I was Божьем. almost 30 years old Мне было где-то уже 30, before I understood до того, как я what Jesus понял, was teaching about о the kingdom of чем God. учил Иисус Христос, и что Он учил о Царстве Божьем. And it was like I got saved all over again. И я, как будто, знаете, получил новое спасение во второй раз. But when my life started to change, I had to look at this and I had to realize something about my life. И когда моя жизнь начинала изменяться, мне пришлось еще раз посмотреть на это и принять решение. I wasn't discipling anyone. Я вообще-то должен был осознать, что я за все это время никого не наставлял. I was teaching classes. Я проводил обучающие занятия. Sometimes I got to preach. Я даже проповедовал. I was doing programs for the Я church. делал okay? разные программы для церкви, But I wasn't discipling. но я никого не наставлял. And so I had to make a decision Поэтому мне пришлось принять решение. because I was facing the same thing we all face. Потому что я столкнулся с теми вещами, с которыми каждый из нас I didn't сталкивается. know how I could fit it into my life. Я не знал, как это можно все вместить в мою жизнь. I mean, I was already very busy Я, конечно же, уже был занят на то время and I was человеком. doing good things. И я делал, моя занятость была, это хорошие, правильные вещи. And I didn't see that I could give up anything. И я не видел ничего, что я мог оставить. How do I fit it? Как это все можно совместить How do I вместе? do it? Как мне это сделать? But when I realized Но когда я осознал, that this is the foundation of how когда я понял, Christianity что это есть spread. фундамент того, как распространяется христианство, I realized I couldn't avoid it any longer. я понимал, что я не могу больше этого избегать. And so I made a commitment to the Lord. Поэтому я просто принял решение перед Господом. I said, I will find a way Я сказал ему, что я любым способом найду возможность to disciple at least 4 people наставлять, по крайней мере, 4 людей all of the time. все время. And I didn't even know then who На that тот would момент be. я даже okay? не думал, даже не имел ни малейшего представления, кто эти люди могут быть. So I began Но я начал. looking for people. Я начал смотреть и искать этих людей. And I just said, do you want to begin to meet together? Я просто подходил, говорю, не хотел бы ты со мной? I didn't even feel там, comfortable. встретиться. I didn't feel comfortable at first even calling it discipleship. Нет, знаете, сначала даже чувствовал не сильно себя комфортно там позвонить и пригласить там на They said, встречу. hey, let's have coffee together on a Знаете, regular там позвонить, basis. сказать, you know? эй, давай там на кофеек сходим или там на Let's чаек. talk about Давай поговорим how о we're growing in the Lord Как and things like that. возрастать в Иисусе? I Ну, just- что-нибудь такое.
And of course, I made it more awkward than it had to be. Конечно, потом я уже понял, как это делать, но вначале было вообще не по себе. But I started just carving out space in my Но, life. знаете, я начал как будто находить, прорываться через всю суету, все дела своей жизни, чтобы находить для этого время. Okay, and here's what I found. И вот что я нашел. I found that if you start looking for people И to я meet понял, with, если вы начнете искать тех людей, and if you're willing to carve out space out of your и days, если у вас будет желание найти место в своем очень занятом графике для этого, there are hundreds of people вы увидите сотни людей, that are just waiting for someone to ask. которые ждут и которые просят и ожидают, чтобы кто-то ответил на их нужду. You could fill up Вы every можете hour of your day заполнить каждый час своего with a времени, different person every hour. разным человеком за 1 час. 1 час, 1 человек. I mean, there were some people that were like, Есть люди, которые мне говорили, but I kept asking, но я продолжал спрашивать. and I found that there are hundreds of И people. я просто осознал, что есть сотни людей. And you know what my experience is now? И знаете, мой опыт какой сейчас, на данный момент? That when I go to someone Когда я иду к кому-то, and I ask them, и я спрашиваю, would you like to enter into a discipling хотел relationship? бы ты, Okay. да, вот, иметь взаимоотношения ученика и наставника? What happens now И что происходит сейчас? is that all of their friends Все их друзья, get jealous. они начинают ревновать, заздрыты. Why didn't they ask me? А чего он меня не Nobody's asking спросил? me. Чего меня никто не спрашивал? Может, я тоже I want хочу? someone to meet Я with. тоже хочу, чтобы меня кто-то наставлял. That's the real situation. Это реальность. Это реальная ситуация. Is that people are hungry. Есть люди, которые голодны. They may not even know it yet. Они, возможно, даже не знают этого. But when they see someone Но когда они видят that's being кого-то, discipled by somebody else, который ведется кем-то, который and обучается, которого they наставляет, see the benefit in their и они lives, видят вот эти благословения, которые приходят от этого. they see the peace in their Они lives, видят этот мир, they see the confidence growing in они their видят, как lives, они утверждаются в своей жизни. they start to realize, they Они figure it out. начинают понимать, That's what I'm looking for. вот что мне That's what I нужно, want. вот что мне надо. You will have no problem, I promise you, У вас не будет никаких проблем, я вам finding обещаю, people с тем, чтобы найти людей, once you get the process going. когда вы начнете вовлекаться в этот процесс. When people realize that you're available, Когда люди поймут, что вы доступны, They'll что вы start- сами хотите they'll этого. start coming and asking Они you. просто начнут приходить к вам и спрашивать. And you'll have to decide who to say yes to and И вам даже who to say придется no решать, to. кому сказать да, кому сказать нет. Okay? I'm serious. That's Это going to happen. серьезно, это происходит. It doesn't happen Это не происходит, because we haven't created space for it to потому happen. что у нас нету с вами места для того, чтобы это происходило. We haven't started a lifestyle where it becomes available to others. Мы должны с вами сотворить такой способ жизни, чтобы в этом способе жизни нашлось место для того, чтобы эти вещи происходили в нашей жизни. And the more I do it, И чем больше я в это вовлекаюсь, чем больше это делаю, the more mature I become in тем discipling. больше, зрелей и сильнее Okay. я становлюсь в The ученичестве. more skill I develop at it. Более Okay. обученным, наученным, более умелым я стою в And the этом more деле. help I am to the people that I'm discipling. И тем больше пользы Okay. я могу дать тем людям, которых я наставляю. But it had to start somewhere. Но нужно начать откуда-то. Okay? Да? So, I am a disciple of Jesus Christ. Я ученик Иисуса Христа. Okay? As a disciple, Как ученик I can disciple others. я могу обучать других. I can teach them. Я могу их учить. I can disciple nations. Я могу превращать учеников в целую нацию. I can baptize. Я могу крестить. Do you believe that? Вы верите в это, то, что вы говорите? You believe that? Because I'm making you say it, Потому что когда вы это говорите,
so that it's a seed inside of Это you. зернышко, Okay? которое посеяно в вас. Okay? And it's too late. The seed is now in. И так как уже семя есть это у вас, Okay? It's already in there. оно уже в вас. Sorry. Извините, уже Okay. ничего теперь не сделаешь, It's- оно уже внутри вас. It's no getting out of it Теперь now. уже никак оно Okay? оттуда не выберется. The seed is there. Семя уже You посажено. said it out Вы loud. это уже только что сказали. So now you've become a discipler. Теперь вы становитесь учеником. You just now have to learn how to make space for it in your life. Возможно, вы не знаете, да, как найти место для этого. Вам нужно найти теперь способ, как найти место для того, чтобы быть учеником Христа. My journey in this has not been smooth. Мое путешествие в этом всем, оно не было, знаете, таким легким. I've had a few failures. У меня были падения. I've had one person У меня был один человек, that even committed suicide. который даже закончил жизнь самоубийством. I've had some failures. У меня были падения. But over time, Но все это время the Lord has grown me into a place Господь всегда взращивал меня. that now I have about 5 business owners that I disciple, У меня есть 5 бизнесменов, которые имеют свой бизнес, all которых я sizes of наставляю. business. Разные виды бизнеса, разных. I've 2 pastors that I У меня disciple. есть 2 пастора, которых я наставляю. I have 3 international missionaries I У меня disciple. есть 3 международных миссионера, которых я наставляю. And I have 2 people fresh out of the world. I mean, they're just learning what even Christianity is. И that у I've меня есть discipled. 2 человека, которые просто, знаете, вот только ушли с этого мира и воскресли для Христа. Они вот только новые, новобранцы. Some of them I have to disciple on Skype А некоторых мне нужно наставлять по скайпу, because I'm not with them very often потому in что, person. ну, лично мы с ними не часто соприкасаемся. Some of them, when I'm home, I disciple them С when I'm некоторыми, there. когда я дома, я их наставляю, провожу время с ними. So it's a lot of scheduling, Много разного, знаете, такого расписания but that's странного. priority number 1. Но это то, что есть приоритетом для меня номер 1. It's higher priority Это самая высшая приоритетность, than my travel schedule. нежели даже мое расписание моих поездок. Because if what I'm teaching is Потому going что- to be effective, Потому что, когда я обучаю чему-то, это приносит эффект. then it better be happening inside here. И это все начинается отсюда. And this И это will change the world. то, что изменит этот мир. This will change cultures. Это изменит культуру. This will change your country. Это изменит вашу страну. Let me ask a question. Позвольте мне спросить вопрос. What happened to fatherhood? Что происходит? Что произошло с отцовством? This is lesson 2. Это номер 1. Урок номер 2. What happened to fatherhood? Що ж произошло? Де батьки сьогодні? It is almost non-existent. Практически вообще не существует такого. We live in a world Мы с вами живем в мире, that is absolutely unique in history. которое абсолютно уникальное во всей истории. Not only it's unique, we live in a time that is unique in terms of the move of the kingdom, Мы с вами живем в уникальное время движения Царства Божьего, but we live in a world now that has но had мы живем в мире, который сейчас 5 generations имеет 5 поколений of fatherless society. абсолютного безотцовства. 5 generations. 5 поколений. Since World War II. Начиная со Второй мировой войны. That's when it began, Это то, откуда все началось. where so many fathers went away to war, Когда огромное количество родителей, отцов, они ушли на войну, and many didn't come back. и многие из них, они так и не вернулись. The ones that did come back were changed, И те, которые вернулись, они уже были абсолютно другими. and it was happening in almost every И nation. это происходило абсолютно во всех народах, во всех нациях. So many families, Поэтому многие семьи, no father came home. отцы так и не вернулись домой. In other families, В других семьи the father came home, отец вернулся домой, but emotionally did not come home. но эмоционально он уже был не дома. And so what the family got was very different. И то, что семья
получила потом, это был совершенно другой So папа. even though the father was physically there, Даже когда отец был тогда физически с семьей, he wasn't there. он не был там. And we had a generation that grew up И мы имели вот это поколение, которое возросло, выросло. We call it the baby boomer generation. Мы говорим okay? это, да, бэйби-бум, поколение бэйби-бум. And they had a very troubled experience of their fathers. И у них на самом деле огромные проблемы. Они пережили огромную трагедию вот этого безотцовства. And the baby boom generation was the largest generation of that century. И вот это бэйби-бум поколение, оно было самым большим поколением за то столетие. So many people. Огромное количество людей. More population growth during that generation than any это other. самое большое Okay? да, количество людей, которые родились на то время во всем этом поколении. It was the largest population generation Самая самая большая численность, да, всего населения, that grew up fatherless. которая возрастала в абсолютном безотцовстве. And then they had children. И у них же также появились дети. And then the fathers either left И отец или уходил, or they were emotionally или они gone. были эмоционально где-то не там. And they were fathers just like they learned, И они были точно такими же отцами, как они научились у своих which is отцов. no father. То есть означает абсолютное безотцовство. So the next generation grew Поэтому up следующее поколение возросло, not really knowing what fatherhood was. абсолютно не зная, что такое отцовство. And then we had another generation И теперь у нас есть следующее поколение, and one more и generation. еще одно поколение. So what we have now Что же мы имеем теперь с вами is a very сейчас? interesting society. Очень интересное общество. If you watch TV, Если вы посмотрите сейчас телевизор, you see an attitude. вы видите вот это отношение. An attitude that men И отношение, да, такое, что мужчина, are unnecessary. он не важный такой какой-то объект. Everybody notice that? Вы не замечаете этого? Okay? On TV, По телевизору, in a family, в семье, the father папа, is the joke. он такой, знаете, посмеховочку. Am I right? Ну, не так ли? Okay. In the family, В семье. who does everybody make fun of? Над кем постоянно прикалываются? Who's the one doesn't have a clue? Тот, кто, знаете, якийсь такий, пришелепкуватий. Не догоняет ничего. Okay. Кто? But this is a theme. Это мышление. The man is unnecessary. Мужчина, он не важен. He's only necessary if you want to have children. Единственная его польза — это дети. And so Воспроизведение you поколения. put up with him, То есть и вы как бы Okay. сживаетесь с ним, приходится. but that's all. И это все. Это единственная потребность. Who's the real brains of the family? Но кто же мозг всей семьи? Кто The mom. правит семье? The Мама. Мама. Who really makes things happen? Кто движет всей семьей? Mama. Мама. Okay? Who really raises the children? Кто вообще-то воспитывает детей? Мама. Okay? Do you see the theme? Видите? Okay? And now we're at a place И теперь мы с вами имеем, where you don't even need the man for children. что мы сейчас пришли к такому, что даже не нужно мужчину для того, чтобы иметь детей. Science Наука can provide you может позаботиться и with everything обеспечить you вас need всем необходимым, without even having the man there. даже не имея для этого необходимости в мужчине. So if we keep going this direction, И если мы будем с вами идти в этом направлении, you see, we've already decided as a society мы уже с вами, как общество, мы уже приняли решение, the father is unnecessary. что папа — это не важно. Because we've spent so long without one. Потому что мы и так уже так долго жили без папы. Зачем он теперь нам сдался? And now we've decided Теперь мы решили, we don't need one. нам теперь уже не нужен. We've really, truly gotten a fatherless society. И мы на самом деле, реально мы имеем общество без отцовства. And in the church, И в церквях we've spiritualized this same attitude. мы имеем то же самое отношение. If I were to ask you, Если я вас спрошу, on average, в среднем, the churches that you know about, в церкви, которых Okay. вы знаете, if I would ask you, were those churches more masculine
or were they more feminine in how they operate? Если я вас спрошу, да, среди церквей, которые вы знаете, вот церкви, они, скажем так, в них правят больше мужчины или женщины? Are churches more focused on the needs of women, or are they more focused on the needs of Церкви men? больше сфокусированы на нуждах женщин или на нуждах мужчин? You'd have to kind of think about that. Вам нужно задуматься об этом. But the reality is, Реальность такова. most churches Большинство церквей, embrace feminine qualities. они больше захвачены Okay. именно нуждами женщин. Do most churches focus on nurturing, Они больше, знаете, основаны на... yeah, good. That's a good one. Nurturing, it's more like caring, it's like feeding. Mothering. Мазур, да, больше на, Okay. я даже, як це, материнстві. Материнстві. Да. Oh, таке, are you okay? Все добре Everything will буде, be все хорошо. okay. Okay, this attitude, yeah? How many churches do you know Сколько вы знаете церквей, that embrace this attitude? которые, знаете, воспитывают такую, Straighten up, get your work done. эй, а ну быстро встал, и давай, закончи то, что ты начал. Grow up, Давай, ну, ты уже взрослый хлопчик. masculine. Ты должен быть зрелый. Okay? Churches embrace more feminine qualities. И вот Okay. церковь, она принимает на себя больше, знаете, женские It качества. goes even further than И that. даже больше. Many churches Очень много церквей, are afraid of fathering. они боятся отцовства. Okay? Oh, Оу. because we know what it looks like for spiritual abuse. Потому что мы Okay. понимаем, что это, что будет, ну, как бы, I forget this word. Непереливки, да, дякую. Саме так. Yeah. Очікують на нас непереливки. Right? Because we've seen fathers, Потому что мы видим right? отцов, We've seen fathers beat their мы beat знаем, their wives, что делает, Okay. да, мужчина в семье. Он бьет свою жену, он оскорбляет, take unhealthy authority over он, their kids, знаете, берет на okay? себя вот эту нездоровую власть в семье. Berate them. Он, да, крутит Okay. пальцем. Ну. We've seen all that Мы happen. все это видим, что это все We происходит. know what fathers do. Мы знаем то, что делают папы. And if you get a spiritual И father, когда мы думаем с вами о духовном отце, okay, they'll do the same они будут thing. делать то же самое. They'll take control. Они будут брать They'll tell контроль. you what to Они do. будут делать и They'll говорить make то, you что obey делать. them. Они будут заставлять вас делать то, что They'll они punish хотят. you if you don't. Они будут наказывать вас, Okay. если вы что-то не будете делать. So what does the church decide? Тогда все зависит от решения церкви. We don't need fathers. Нам не нужны папы больше. See, the church has come to the same conclusion that the world has. И в конечном итоге церковь приходит к тому же самому решению, что и общество. But that brings us to a question. Но это нас сталкивает с другим очень важным вопросом. What does God think? Что же по этому поводу думает Господь? What does He want? Что Он хочет? Does He want a society Хочет ли Он общество, where men are not necessary? где мужчина не важен? Do you think that God liked it Как вы думаете, нравится ли это Господу? when societies thought that women weren't necessary? Да, когда, например, то же самое, если общество скажет, что женщины не нужны. Do you think that was God's will? Как вы думаете, это будет ли воля Господа? To say men are here and Теперь, знаете, women сказать, вот, are down мужчина here? здесь, а женщина вот там. We know that's not true. Мы знаем, это тоже неправда. That's not God's will. Это не то, что хочет Господь, это не Его воля. It is not His will to reverse Это that either. не Его воля перевернуть это все в другую сторону. So what does God want? Ну что же хочет на самом деле Господь? This is one of those things that we have to ask this question. Это то, что мы должны с вами на что мы должны задать с вами вопрос. And we have to get an answer. И мы должны получить ответ. 1 Corinthians chapter 4. 1 Коринфянам 4 глава. You can just read it. It's right there. У вас здесь написано: «Бо хоч би ви мали 10 тисяч наставників у Христі, та отців небагато, а я вас породив у Христі Ісусі через
So does this sound like fathers are not necessary? Звучит ли это с вами, это местописание, которое мы прошли, что отцы здесь не важны? Does it sound like just having instructors is okay? Сказано ли здесь, наставников достаточно? You can have many instructors, У вас достаточно, у вас и так много наставников. but you don't have many fathers. Но здесь говорится о том, так немного отцов. Because fathers provide something that teachers don't. Потому что отец может дать то, что не может дать учитель. And Paul says, I'm a father to И you. Павел говорит о том, что я отец для вас. If we don't begin to grasp this truth, Если мы с вами не ухватимся за эту истину, we will continue to perpetuate the problem. мы будем с вами дальше продолжать создавать проблемы. We will continue to teach. Мы будем продолжать с вами учить. We will continue to produce a teacher's product. Мы будем с вами дальше изготовлять, порождать других учителей. And it's not enough. Но этого It's not недостаточно. what God is Это looking не for. то, что хочет Господь. When Jesus began to teach, Когда Иисус начал обучать, учить, he brought a radical teaching. Он принес абсолютно радикальное учение. The Jews that listened to Jesus had never heard what he said Иудеи, before. которые слушали его, они никогда раньше не слышали такого учения. In the Sermon on the Mount, Будучи на горе, when Jesus had said this same thing over and over again, and his Иисус говорил и disciples, говорил одни и те же самые вещи. the И people that were ученики, listening, и люди, которые все это слушали, they were amazed. они были просто удивлены. Because Jesus would say Потому this, что Иисус говорил следующее. don't worry about what Не you need, беспокойтесь о ваших нуждах. because your heavenly Father Потому что already вас, knows. Небесный Отец, Он это знает. He would say, do this, Он говорит, делайте and be следующее. like your heavenly И Father. будьте такие, как ваш Небесный He Отец. kept saying this Он word, продолжал и продолжал говорить и повторять это слово. your heavenly Father. Ваш Небесный Отец. And then when his disciples said, teach us how to pray, И потом, когда ученики спросили Иисуса, научи нас, как молиться, Jesus said, okay, I'll Иисус teach you. сказал, хорошо, я научу вас. Pray like this. Молитесь так. Our Father Отче наш, who is in heaven, тот, который на небесах, holy is your name. и тот, который есть здесь. Now this was absolutely radical to the people Это that было were listening. абсолютно радикальное мышление, абсолютно радикальное мировоззрение для тех людей, которые это слушали. Because in Jewish tradition, Потому что в иудейских традициях Yahweh was not their father. Яхве — это не был их отец. According to the Jews, who was their father? Кто был, для иудеев отец? Abraham. Авраам. Abraham was their father. Он был их отцом. God Господь was the unspeakable one. был тот, кто никогда к ним не говорил. We couldn't even actually say his whole name. Мы даже, это даже невозможно было бы произносить его имя. We couldn't even write his Мы full даже name. не могли написать его We имя. had to take the vowels out. Да, мы даже забирали оттуда голосные литеры. He was the Он был great giant far away огромным гигантом, который был где-то там далеко. God. Бог. And here Jesus was А вот Иисус saying, говорит, he's your heavenly Он Father. ваш Небесный Отец. See, this was a brand new revelation Понимаете, это было абсолютно то, что просто сломало их мозг. where the Son Когда сын представлял своего Отца. Absolutely new. Абсолютно новое мышление. Why was he doing that? Зачем он это делал? Because God was, for the first time, Потому что Господь с самого первого момента, revealing to his people Он открыл своим людям, how he wanted to be known. как Он хочет, чтобы Его знали, как Он хочет быть открытым людям. He was revealing, Он открыл, this is how I want to relate to это you. то, как я хочу, чтобы ко мне относились. I want to be your Я father. хочу быть твоим отцом. Jesus, he's going to be your brother. Иисус, Он будет тебе братом. We're going to be a family. Мы будем с вами семьей. That's how I want Это it to то, be. как я хочу, чтобы было. He was revealing something completely Он new. открыл абсолютно другое. And this idea И эта идея of family семьи is one of the things that Jesus taught his disciples. это то, чему Иисус учил своих учеников. He wants that to perpetuate. Он хотел, чтобы они жили, переживали это, передавали это.
The only reason Единственная причина, to be scared of spiritual fathers по которой мы можем опасаться духовного отцовства, is if we assume если мы с вами that мы с вами начинаем опасаться того или думать, как это быть этим духовным отцом. Did you understand what I just Понимаете, said? что я имею в виду? If we assume Если мы с вами уже предполагаем, that что they мы will be думаем, abusive, что такие отцы, они будут грубые, they want to be the big guru, они хотят быть you know, таким большим гуру, listen to me, слушайте меня, come to приходите me, ко мне, I will give you all я the дам вам answers, все, что okay? нужно, у If меня we все ответы. assume Если мы уже об этом думаем и вот так вот мыслим об отце that духовном, they don't know how to be a father, что они не знают, как быть отцом, then we can be afraid of it. тогда, конечно же, нам страшно, когда мы представляем себе таких But отцов. what if we change our attitude? Но если мы с вами сменим наши отношения, What if we change our если perspective? мы с вами сменим наше видение, понимание этого, And men, и мужчины, what if we make a commitment если мы с вами сделаем вот шаг этого решения, to learn what it's like to be a good father? учиться тому, как это быть хорошим отцом. You see, you've already done that in your own family. Вы уже, да, те, кто имеет семьи, вы уже чему-то научились. I know every man here, Я знаю, каждый мужчина здесь. you've said, I want to be a good father. Я верю в то, что вы сказали, я хочу быть хорошим отцом. But what if you take that same commitment Но если вы возьмете то же самое, and say, I must learn how to be a good spiritual father? то же самое в духовном мире и скажете, заявите то, что я хочу быть хорошим духовным отцом. Women, Женщины, what if you make this decision? если вы примете это решение, I must learn я должна научиться, how to father someone, как быть мамой для кого-то. not just mother them. Не просто, знаете, мамулькаться с ними, I must help them find their identity. но помочь им найти свою идентификацию. I must help them grow in their strength. Я должна научить их, как быть зрелыми христианами, как обрести эту силу, эту зрелость. Because all of us, Потому что все men мы, and women, мужчины и женщины, we need to develop мы должны not развивать just our feminine side. не просто, знаете, женственность We all свою, have masculine things that we need to но develop мы too, тогда okay? должны и развивать эту, знаете, мужескую Okay. сторону, да, то, чему нам нужно научиться делать. If I can get in touch with my feminine side, Если я буду только всегда, Okay. знаете, со своей такой женской you can стороны, get in touch with your masculine side. а вы So, будете, okay? да, только со своей мужской стороной. If I can learn how to be the bride of Christ, Если я могу научиться, как быть невестой Okay. Христа, you can learn ты можешь научиться, how to be a father. как быть отцом. Okay? That goes both ways. Это работает Да. вместе. We've got to find that place again Нам нужно снова найти это, осознать это и понять, where there are healthy fathers. откуда берет начало вот это здоровое отцовство. And again, we're at this place in history И еще раз напоминаю, мы с вами находимся Where- в моменте вот этого творения, этой истории, where we're trying to embrace something we haven't seen from the и generation мы before. пытаемся с вами охватить то, что и принести в новое поколение то, что они утеряли, Okay. утратили. So, here's what I want you to do. Вот что я хочу, чтобы мы с вами We've сделали got about сейчас. 10 minutes left. У нас осталось 10 минут. And what I want you to do is I want just have discussion, like get in groups of Я хочу, чтобы 4 вы or 5, сейчас okay? повернулись друг к другу 5-6 человек. And move your chairs so you can get in circles. Подвиньте свои стульчики так, чтобы вы And for- смогли обратиться друг к And другу. for the next, say, 5 И minutes, где-то okay? 5 следующих минут. Do you see the discussion У here? вас есть Okay? с вами пункт обговорення. Okay? I want you to talk about what's the difference between a teacher and a father. Я хочу, чтобы вы просто обсудили вот эту вот тему, что такое быть отцом и что такое быть учителем и наставником. Okay? The difference. What's the difference Разница. between? Какая Make a разница? list. Make a list of what a teacher is. Make a list of things for Сделайте a father. пункты, просто проанализируйте и напишите список, что такое быть учителем, наставником, а что такое быть отцом. Okay, and you might need to give people a chance to move their chairs around a little bit. Помогите, там, сделайте место, чтобы каждый мог повернуться, чтобы вы
розформувалися на групки. Давай. Я же могу отыграться хотя бы. Потому что когда я попадаю в эти группы, мне кажется, ну давай. Ну вот если я так понимаю, ну да, я имею в виду, если вы учитель сразу учителям, наставникам, Там есть учитель в смысле, что через ничему, как это применить? Ну, потому что это, ну, уже может быть, это не класс, да, обучение, обучающее. Я так понимаю, более как, ну, личное учение, сопереживательное. Да, языка, который как ты, это классно, да. Если у тебя нет наставника, каждый день. Каждый день. Дети, которые вообще не знают, like my father, as I teach, probably I don't give my kids tests to see if they did it. I look at their life and give correction to their life. Я по месту расписания, когда Павел говорит, and apply correction Нам наказание принять. Я просто видим, что немного времени провел в одном или он дался на столе. Прямое давайте так, я общаться научил уже ушко и И учитель это заканчивается, а это не заканчивается. Мы написали. Нет, одна это во время примера самостоятельно. Нет передачи нет every
И сюда зашли, камеры раздавали фотографирование. Okay, that's enough. You've already solved the problems of the world. Ну что, теперь вы только что решили проблему всего мира. So, okay, so I want to hear what's some differences between Хочу teacher. услышать, какими заключениями вы пришли, какая разница между папой и учителем. Somebody tell me. Difference Скажите between мне. teacher and father. Yeah, yes, Sergey. Мы для себя отметили, что отец – это взаимоотношения прежде всего. А учитель больше Okay, we need to listen. Listen. Давайте I послушаем. have somebody talking. А учитель больше субординация. Потом мы решили, что отец – это решение проблем. Ah, Потом мы решили, что отец всегда простит. Любящий отец, он простит. Ну, а учитель может наказать или больше не. Очень хороший такой вот, мы подчеркнули вещь, что отец хочет отдать жизнь. Когда он чему-то даже учит, передает, он всю жизнь передает. А учитель больше информации. good. Excellent. Мы только что об этом говорили. Excellent. Thank you. Somebody else. Хто-то ще? Хто ще бажає змінити світ? Но у нас еще было, что учитель это больше группа, а отец как один. И было, что учитель может проводить ограниченное время, а отец только сколько That's excellent. See, these are like descriptions of a good father. Это описание хороших папочек. I like that. Круто. Okay. Some. Мы ищем, Давайте. Okay. теорию, а отец он на практике. Mm-hmm. That's great. Okay. Yeah. Отец затрагивает всю жизнь, а учитель только одну сферу. Mm-hmm. И отец передает Father gives, father and teacher gives just передает. information about teacher doesn't give. Okay. Father. Good. Еще пару вещей. Отец любит, а учитель не любит. Teacher Просто. doesn't care. Not all the time. Love, but not all the time. Дальше отец берет ответственность за жизнь ребенка, за последствия, а учитель просто что-то Teacher just simply say something. советует. Counsels or gives advice. Отец берет ошибки на себя, может разделяет ошибки, His own work and share. а учитель обвиняет, что как ты полез Teacher такой will неправильный. just like blame you. How could you? You're a silly boy. Да. Отец слушает, а учитель только говорит. Ну, а последнее мы записали, как и сказали уже, отец дает жизнь, а учитель только знание. Teacher gives knowledge. Yeah. That's good. Yeah. So what I say? Мы только что просто то же самое сказали. Только что обсуждали great. то же самое. Excellent. Any more? Anybody У else? кого-то еще? То есть Отец хочешь? даже, когда групповые занятия идет, при многих свидетелях даже, он все равно смотрит на каждого человека и ищет для каждого персональное слово. Excellent. That's right. Да, круто. You know, when I look at my children, Когда я смотрю на своих детей, my children are all adults now, а мои дети уже все взрослые, all four of them. 4 у меня. And now, even as they're adults, И даже сейчас, когда они уже взрослые, I realize something. я осознаю, See, I понимаю, thought я всегда считал, that I would raise my children, что я you know, выращу своих детей, be a good father, буду классным папой, teach them учить and их, pour into them, просто инвестировать в correct них, them. направлять их.
Yeah, and then they become и adults, потом они станут взрослыми, and then they go have their life. и потом начнут жить своей жизнью, и все будет ха-ха, справился со своим заданием. But I realized Но something, потом я понял, that because I'm осознал, their father, так как я их отец, the burden of their future is still on me. а их будущее, оно до сих пор на мне. So all of their life, Вся их жизнь. I am carrying the burden of my children. Я забочусь о своих детях. How are they doing? Как они? Are they growing? Возрастают ли они? Are they having difficulty finding a job? Возможно, у них есть сложности в поиске работы. Are they having trouble in their marriage? Может быть, у них какие-то трудности в браке. These are things that I look at, that I care for. Это те вещи, о которых я смотрю, и которые меня заботят, о которых я волнуюсь. And the burden isn't less because they're adults. И вот эта ноша, да, скажем, она не уменьшилась из-за того, что они стали взрослыми. Because I'm so invested in their lives Потому что настолько много я инвестирую в их жизнь, that all of their journey, что все это их путешествие, вся их жизнь, I feel every part of it. я чувствую каждую часть их жизни. I pray harder now Я сейчас молюсь еще больше усиленней, than when they were little нежели когда они были маленькими. because the stakes are higher. Потому что теперь их позиция больше, и теперь и от них требуется больше. Because they have marriages, Потому что теперь у них есть семьи, they have jobs, у них есть работа. they need to make income. Они right? должны какой-то иметь доход. They need to find their destiny in Они God. должны найти свое покликание в Господе. So the weight is heavier. Поэтому вес, вот эта тяжесть, она еще больше. That's what a father Вот, is like. вот как это быть отцом. And every one of my spiritual children, И каждый из моих духовных сыновей, детей, you see, it's not up to me to try to control their life. это не просто, знаете, контролировать их жизнь. Это But не I- то, чем я занимаюсь. But I carry the burden of their spiritual Но journey. я также беру их, да, скажем, крест их духовной жизни, также несу вместе с ними. I want them to succeed. Я хочу, чтобы они преуспели. And I will do anything to Я help them. сделаю все возможное от себя, чтобы они стали успешными. So that's the heart of a father. Вот это и есть сердце отца. A father can teach, Отец может учить, but a teacher does not father. но учитель не отец. So let me say this. Давайте скажем. Позвольте мне It's сказать. time to get rid of all the excuses. Это время уйти от всяких извинений, от всяких оправданий. Look at your lesson. Посмотрите на свой урок. There are lots of excuses. Огромное количество разных оправданий. We don't know enough. У нас недостаточно знаний. I just don't have time. У меня не так много времени. I'm afraid. Я боюсь. Lots of excuses. Огромное количество разных у нас с вами оправданий. But the Lord is just looking for one thing. Но Господь ищет только одну вещь. He can help you develop the skill. Он может вам помочь развить все ваши навыки. What he wants to know now Единственное, что Он хочет знать сейчас, is who will say yes. кто скажет «да». Who will say yes to me? Кто скажет «да» мне? To do what I have ordained to do. Делать то, что я уже дал вам делать. He's just looking for a heart that's willing. Он просто ищет сердец, которые ответят «да». It's no different than when he invited you to give your life to him. Это то же самое, когда Он вам дал возможность отдать свою жизнь Ему. He didn't expect you to clean up your life before you got saved. Он не ожидал то, что вы, знаете, прихорошите свою жизнь перед тем, как отдать ее Господу. And he doesn't expect you to have all the answers now. И Он не ожидает, что у вас будут все ответы сейчас. He just wants you, just like before, to say yes. Он просто, как и раньше, ожидает, что вы скажете Ему «да». So no more excuses. Поэтому никаких больше оправданий. None of us Никто из нас feel qualified. недостаточно хорошо обучен или And квалифицирован that's для этого. actually a good sign. И это на самом деле очень хорошо.
For those of you who are like, yeah, I've got it all figured out. Для тех okay? особенно, я уже все You're the понял. ones I worry about. А вот о тех людях, которые говорят, я все знаю, все понял, вот о них стоит беспокоиться. So if you're feeling a little insecure about it, Поэтому, если вы чувствуете себя слегка так, знаете, страшно, як то кажуть, that just means that you'll lean into God это означает, что вы должны больше склониться к Господу и отдаться Ему and you'll еще seek больше. Him for help. И вы увидите, как Он будет вам помогать. Он ищет тех, которые хотят. It's just what He wants. Он ищет и хочет именно таких людей. Stand with me. Давайте поднимемся, помолимся. Lord, I speak a blessing over each of these people. Господь, я прошу Твоего благословения на каждого этого человека. Lord, I'm looking in their eyes as I'm teaching, Господь, я смотрю на их глаза, когда обучение and их I'm проходит. seeing something И very я вижу powerful. что-то I'm очень seeing важное. I'm seeing a hunger, Я вижу голод, Господь. and I'm seeing a question mark. И я вижу этот вопросительный знак. So I ask you to give them faith. Right Господь, я прошу, чтобы Ты дал им достаточно веры. now. Faith to say yes, Веры, чтобы сказать в ответ Тебе «да». to begin to open the door for something Чтобы new, открыть эти двери для чего-то совершенно нового. because it's going to take a lot of change, a lot of commitment. Потому что будет много разных изменений. They're going to have to make time in their schedule. Они должны найти время в своем расписании. They're going to have to cross that awkward boundary of Они inviting должны somebody. перейти, побороть эти препятствия, сделать шаг веры вперед. But this is your task. Но это Твое задание, которое Ты нам дал. It's your commission. Это то повеление, которое Ты нам дал. And you give us everything we need И to Ты дал accomplish нам, it. Господь, все необходимое, чтобы сделать эту So работу. I bless everyone here Я благословляю каждого with an здесь extra measure of faith. Твоей верой I bless you with the ability to trust your Lord. и способностью доверять Тебе, Господь. And I bless you with the discipline that you're going to Благословляю need вас дисциплиной, to be able to make space for чтобы discipleship. найти место в вашей жизни для ученичества. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь.